Привет, алгебраистам вот такое замечательное, красивейшее уравнение из Массачусетского университета сегодня нам предстоит решить. Ну, я дал 3 восьмиклассникам его решить, и вот один решил. Я покажу, как он его решал. А что это за университет? На самом деле это Институт технологий, вот его эмблема. 2 слова скажу об этом. Когда-то я у вас спрашивал, что вот Гарвард известно находится в Кембридже, в городе Кембридж. Но известно, что в городе Кембридж находится и Кембридж университет. Так все-таки кто же находится в Кембридже? Гарвард или Кембридж? Вот скажем об этом 2 слова. Посмотрите, история довольно интересная и веселая, и поучительная. Оказывается, есть 2 Кембриджа. Первый город Кембридж находится в Великобритании, вот здесь. Там находится недалеко от Лондона город Кембридж, и там Кембриджский старинный университет. Но вот выпускники из Кембриджа переехали в свое время в США, и там был городок небольшой, они его тут же переименовали в Кембридж, и появилось 2 Кембриджа. Один в Соединенных Штатах Америки, второй в Великобритании. Но чем знаменит Кембридж, США, который? Там 2 университета, Гарвард и Массачусетский институт технологий, МИТ. Вот он, о котором мы сегодня, конечно, и сказали пару слов. Представляете, какая интересная история? Это штат Массачусетс, да, там Бостон, город на побережье, здоровый, а это Кембридж, его пригород. И вот 2 университета, там еще куча университетов и колледжей всяких, и множество всяких известных людей вышло из этих университетов. Вот на картинке, посмотрите, для интереса, вот сам город, Кембридж, это в США. Согласитесь, классное место, я бы туда поехал. А вот, собственно, Гарвард, а вот, собственно, огромный город этот МИТ. Ну, есть ролики в интернете, где там про него подробно рассказывают, и может интересно как бы и посмотреть, кто заинтересован. Ну, поехали решать наше уравнение. Как же решал этот 8-классник? А 8-классник, он решал как-то очень просто разложением на множители. Вот. Понятно, что можно возвести 2-ю, 3-ю, 4-ю степень, привести подобные, двоечку перенести, получим уравнение 4-й степени, которое решается в университете, в высшей школе методом Феррари. Ну, а в школе решается подбором целых корней, если они есть среди делителей свободного члена. Долгая история, конечно, ну, они есть, и мы решим, подобрав эти корни, можно потом разделить уголком, разложить дальше на множитель, получить квадратный трехчлен и уже искать его корни. Ну, вот был такой великий физик Фейнман, Ричард Фейнман. Я о нем пару раз рассказывал. Фейнман. Он, кстати, сейчас очень популярен. Есть целый канал Фейнман. Я с удовольствием в свое время прочитал книжки его. Замечательная личность. Участвовал в Манхэттенском проекте, там, когда американцы атомную бомбу делали. Файный. Файный – это хороший, красивый, классный ман, человек. Кстати, родом из Минска. Ну, не сам он, конечно, а его отец. Кстати, что интересно. Ну что ж, и он говорил, что вам все равно, как вы найдете корень или корни уравнения. Все равно, абсолютно. Главное, что вы их нашли. Так вот, ясное дело, как большинство зрителей, мы первый корень найдем подбором. Вот что подходит такое красивое, чтобы получить равенство. Х равно 4 корень. Вот напишу К. Верно? 4 сюда, -1 в квадрате 1. 4 в последний. Единицу в 4 1. 1 плюс 1 уже 2, двойки сократились. На х минус 4 при четверке дает 0. Окей. Вот и будем выделять х минус 4 как множитель. Посмотрите. Двойку перенесем в левую часть и разобьем ее на 1 плюс 1. Тогда получится х минус 5 в квадрате минус 1 в квадрате, разность квадратов. И сразу видно, что получается х минус 4, правильно? Здесь получается х минус 4 в кубе и плюс х минус 3 в четвертой минус 1. Ну, удобно же написать 1 в четвертой, чтобы разложить дальше, правильно? По той же формуле разности квадратов. Для наших
европейских партнеров я запишу эту формулу, они все время ее забывают. Вот а в квадрате минус b в квадрате равно а плюс b на а минус b. На а минус b. Вот такая история. Все, а мы применяем вот сюда и вот сюда эту формулку. Что получается? Х минус 5 плюс 1. Подробно напишу. А то некоторые жалуются, что я за вами не успеваю, подождите медленнее, я записываю. Ну ладно, будем медленнее, можно будет записывать. Вот. А здесь интересно получится. Х минус 3 в квадрате минус 1 в квадрате. Здесь уже повышенный уровень пошел. Вот первый раз мы применили эту формулку вот так, и получается х минус 3 в квадрате плюс 1 в квадрате. Вот мы применили формулу разность квадратов. Ну, можно представить х минус 3 в четвертой, как х минус 3 в квадрате, и все это в квадрате. Ну, и то же самое с единичкой. Единичка в квадрате, еще раз в квадрате. Ну, все. Ладно, здесь получается х минус 4, ура. Здесь х минус 6. Здесь х минус 4 третьей степени. Здесь получается х минус 3 и минус 1. Здесь будет х минус 4, правильно? И далее х минус 3 плюс 1. Это х минус 2. Ну, а здесь ничего не поделаешь. Возводим х в квадрате минус 6х плюс 9 и плюс 1 плюс 10. Вот здесь ничего партнерам не буду писать. А минус b в квадрате должны знать. Иначе на второй год. Ну что, все, вот х минус 4, х минус 4, х минус 4. Их можно за скобки вынести х минус 4. Но я разделю на х минус 4 неравное нулю, обе части. Это уже можно сделать. Мы уже корень не потеряем. Мы его записали. Все. Делю. Здесь двойка. Делю. Что остается? Пишу страшно скомпрометированным цветом. Х минус 6 плюс здесь х минус 4, но уже в квадрате. Здесь без изменений. Х минус 2 на х в квадрате минус 6х плюс 10 равно нулю. Подхожу к области субтитров. И два человека жаловались. Ваши субтитры мешают мне там что-то видеть, смотреть. Отключите, ребята, субтитры. Спросите у искусственного интеллекта, как на вашем гаджете, андроиде, отключают субтитры. Ну, на ноуте, компе, там шестереночка висит, туда зашли, отключить субтитры, все дела. Я их делаю для иностранных пользователей, чтобы они английский читали. Текст, решение нашей задачи. Все, здесь я раскрываю скобки. Х минус 6 плюс х в квадрате минус 8х плюс 16 плюс х минус 2. Здесь ничего не меняю. Х в квадрате минус 6х плюс 10 равно нулю. Здесь все сотру. О, четверку зря стер, я сейчас восстановлю. Хорошо? Х равно 4 корень. Это мы помним. А вот это все мы уничтожим. Да даже и вот это уничтожим. Ломать не строить, правильно? Чувствую, как вы наблюдаете, как я стираю. Ну, может, и не наблюдаете. Вот так, нормально. Это смена вида деятельности. Иначе все время напряженно смотреть, это же ужас. Итак, что у нас там был? Желтый, да? Вот х равно 4, я скажу х первое равно 4. А теперь что мы делаем? Здесь приводим подобные. Вот это подобное, и это подобное, это подобное, это подобное. Что получается? Х в квадрате минус 7х, минус 7х. Дальше минус 6 плюс 16 плюс 10. Ну вот так, плюс х минус 2 на х в квадрате минус 6х плюс 10 равно нулю. Действительно, работа 8 класса. Ничего лишнего. Здесь раскладываем на 2 множителя десяточку по теореме Виета. Получаем корни 2 и 5. Здорово. Тогда по теореме разложений этот трехчлен разложится на х минус 2, х минус 5. Верно? Верно. Стоп, у нас появилось х минус 2. Еще один корень бы дошли. Двойку. Ну да, его можно было, конечно, искать, когда мы бы все разложили. Вот. То есть я пишу здесь каким оранжевым? Х второе равное 2, тоже корень. А теперь делю обе части на х минус 2 не равное нулю. Это выбрасываю, и получается нежно-зеленым можно записать х минус 5
плюс х в квадрате минус 6х плюс 10 равно 0. Ура! Ребята, мы пришли к финалу. Получается х в квадрате минус, здесь подобные, минус 5х и минус 5, 10 плюс 5 равно 0. По общей формуле Кордей я легко нахожу оставшиеся два корня. Оказывается, всего 4 корня. Получается, второй коэффициент взят с противоположным плюс-минус корень из дискриминанта. 5 в квадрате 25, 4 у 5 20, пятерочка дискриминант, деленная на 2. Мы нашли еще два корня. Давайте напишу здесь, что это х третье и х четвертое, если вы не возражаете. И запишу ответ там рядом с Фейнманом. Что-то он как бы сейчас очень модный, популярный стал. Надо будет что-то это придумать, связанное с ним. Ну что, пишу ответ. Ответ. Двоечка, четверочка и 5 плюс-минус корень из 5 деленное на 2. Согласитесь, шикарная задача. И наши восьмиклассники ее решили. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.